Путешествуя по Израилю, я поняла, что страна эта настолько богатая многочисленными памятниками истории и культуры, что увидеть все за одно посещение просто нереально. И месяца не хватит, чтобы везде побывать, все увидеть, обо всем получить представление. Но теперь есть возможность увидеть всю страну в парке миниатюр «Мини-Израиль». На площади 4,4 гектара раскинулся этот самый большой в мире парк миниатюр. Вся территория разделена в форме звезды Давида на 6 частей: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, юг страны, север страны, центр страны, центр – область общих моделей. Здесь расположено более 350 миниатюрных в масштабе 1 к 25 объектов, основных достопримечательностей Израиля. Здесь собраны исторические памятники, религиозные объекты, географические достопримечательности, пейзажи, театры, стадионы. Все макеты тщательно изготовлены вручную. Это настоящее произведение искусства. Взаимное расположение всех макетов соответствует реальному. В парке «Мини-Израиль» каждый из объектов окружен таким же пейзажем, как и в реальности. То есть пейзаж «Мини-Израиль» воссоздает вплоть до деревьев. Здесь растут 50 тысяч живых растений, из которых 20 тысяч специально подстриженных карликовых растений. Им всем по 3-5 лет, и каждые 2 недели их равняют до определенной высоты. Для полива создана единая оросительная система, доставляющая влагу каждому деревцу. Управляет системой компьютер. Все в парке абсолютно экологично, и для детей его посещение абсолютно безопасно. Просто не верится, что все здесь создано руками человека. Кроме макетов, зданий и других объектов, здесь есть 30 тысяч фигурок людей и животных, 4,5 тысячи из которых механизированы. Они могут двигаться, отображая сцены реальной жизни. По дорогам маленького Израиля движутся 3500 машин, грузовиков, автобусов и легковых машин. По водной глади движутся 100 разных лодок и кораблей, а в аэропортах стоят на погрузке 20 самолетов. Есть даже железная дорога длиной 1 километр и действующие фуникулеры. Чтобы все представленное в парке действовало, двигалось, каталось, под парком проложено более 40 километров проводов и кабелей. Там работает 400 моторов, 700 датчиков, 2000 лампочек и фонарик. Большое внимание было уделено тому, чтобы сохранить расположение достопримечательностей. Здесь с голландских высот видно Галилейское море. Под горой Кармель раскинулись Бахайские сады и порт города Хайфа, а с Масада открывается вид на Мертвое море. А от входа в старый город Иерусалима видна Стена Плача. Можете сфотографировать мини-Израиль. Фото будет не отличить от настоящих мест. Тут весь Израиль как на ладони. Самое сложное для 200 создателей парка было решить, от чего отказаться. Израиль слишком богат разнообразными культурами и святыми местами, что полностью все показать не было никакой возможности. Поэтому постарались показать самые характерные здания и познакомить экскурсантов с разными слоями страны, с религиозным и этническим отношением.
Создание парка продолжается до сих пор. В нем появляются все новые и новые объекты. Парк открылся в ноябре 2002 года, а официальное открытие состоялось 7 апреля 2003 года. С тех пор это излюбленное для семейного отдыха израильтян и туристов, приезжающих в эту страну. Здесь можно познакомиться сразу со всем Израилем, ощутить колорит и подлинный дух этой страны. Мини-Израиль интересен для любого возраста. Здесь каждый день проводятся интересные мероприятия. В парке можно отдохнуть в ресторане или кафе, посетить магазин сувениров. Для посещения парка инвалидами предусмотрено все необходимое. Для самых юных посетителей есть уголки для игр, творческие мастерские. По парку можно прогуляться самостоятельно или в составе организованной экскурсии. Парк Мини-Израиль создан с большой любовью ко всей стране и к идее создания ее миниатюрной копии. Здесь во всем чувствуется, что это делалось от всей души и от чистого сердца. В парке с удовольствием примут детей и взрослых, студентов и военнослужащих, старожилов страны и приехавших недавно, коренных израильтян и туристов, пенсионеров и официальных гостей. Все смогут ощутить удивительное очарование этого парка. А вот несколько интересных цифр и фактов о парке. В парке около 385 моделей, 10 тысяч фигурок людей, каждая из них нарисована вручную художниками парка. В моделях и около них 400 экспонатов из жизни и культуры Израиля. Около 1000 машин, автобусов и грузовиков, 50 самолетов, кораблей, 3 поезда. 1000 метров железнодорожных путей. В парке множество миниатюрных кустов и деревьев. Все растения в парке живые. Большинство миниатюрных деревьев в парке из Израиля или из районов Средиземноморского края. Например, оливковое дерево, гранатовое дерево, сосна, таворский дуб, кипарис, тамариск, карликовая пальма, розмарин, лаванда и другие. Каждое миниатюрное дерево постригается в среднем раз в неделю. Расположен парк в очень удобном и доступном месте в городе Латруни, недалеко от шоссе номер 1 в направлении Тель-Авив-Иерусалим. От международного аэропорта Бен-Гурион добраться до парка Мини-Израиль можно за 15 минут. Его расположение очень удобно и делает его доступным как при приезде в страну, так и в конце туристической поездки. Парк Мини-Израиль работает каждый день, открывается с 10 утра, закрывается парк в зависимости от сезона. Летом работа продолжается до 21:00, а зимой парк закрывается немножко раньше, в 20:00. В пятницу и предпраздничные дни парк Мини-Израиль работает до 14:00. Стоимость билета на вход в мини-парк для взрослого человека 56 шекелей, для ребенка, пенсионера и солдат 47 шекелей. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал.
Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всего вам доброго, до новых встреч!